Понимаете, Катерина, у нас сегодня марафон звезд в столе заказов Русского радио. Сейчас у нас в гостях Александр Рыбак. Привет, привет. Русское радио позвонило мне 5 минут назад, сказали, что вы хотели мою песню послушать, так что я сразу прилетела из Норвегии и специально для вас сейчас. Да, очень приятно. Да, Кать, вы хотели послушать песню Александра Рыбака «Сказка». Услышим эту песню. Александр, сейчас послушаем вашу песню. Расскажите, какими вот дорогами, какими путями вы оказались в студии Русского радио? Ну, сейчас я в Киеве опять, наконец-то. В прошлом году я же был много в Норвегии, учился, Да. был в консерватории. Ну, не так давно в Киеве вы снимали новый клип, Да, а сейчас он готов. а сейчас уже готов, и Да, можем о нем рассказать. Да-да-да. Наконец-то, что в нем будет? Ну, это песня, ну, это новый сингл будет. Концерт будет 31 октября, кстати. Будет релиз моего нового сингла. Как называется? Клуб Толстой, вот, да. А вот сейчас я... Просто хочется поговорить Да. с украинскими людьми. Я предлагаю скорее послушать песню «Сказка», вспомнить, как все начиналось, вот эта вот легендарная слава в Украине, в России после Евровидения. Давайте. Хорошо? И продолжим, поговорим мы о новой песне и, естественно, о новом клипе. Все это сегодня в столе заказов на Русском радио. Александр Рыбак у нас в гостях. Смелее, быстрее заходите на сайт Русрадио.com.ua, работает веб-камера, задавайте свои вопросы и приветы передаем. В те года я был моложе и влюблен тогда был я. До сих пор мне всех дороже первая любовь моя. В сказку я навсегда влюблен, забывая боль. По тебе я схожу с ума, я пленен тобой. Днем у нас бывали ссоры, ночь дарила нам любовь. Лишь она могла так ранить, лишь она могла дать крылья вновь. До сих пор не понимаю, как мог ее я потерять. Я ищу ее повсюду, чтобы снова мы могли начать. Русское радио. В сказку я навсегда влюблен, забывая боль. По тебе я схожу с ума, я пленен тобой. В сказку я влюблен, забывая боль. По тебе я схожу с ума, я пленен тобой. На Русском радио «Стол заказов». Естественно, звучат ваши приветы. Вот некоторые сообщения готов прочитать. Русское радио, передайте, пожалуйста, мои поздравления с праздником для Виктора. Его поздравляет с днем рождения любимая Анюта. Пускай все у Виктора всегда будет хорошо. От Святоши Данила привет для друга Сереги Богданова. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и любви. У нас сегодня в гостях на Русском радио Александр Рыбак. Саша, еще раз здравствуйте. Привет. Саша, может, есть приветы и у вас, вот кому-то хотелось бы передать поздравления? Ну, маме.
Очень, Так. очень жалко, что я никогда ее не вижу. Редко. Да, ну, я в Осло, в Норвегии, может быть, 10 раз в год. Мгм. И 10 раз в году. Как сказать, в год или в году? 10 раз в год. В год, вот. Ну, или в году. И даже тогда очень редко ее встречаю. Мгм. А мне так стыдно с русским, хотя сейчас я занимаюсь. А учу. вот как выглядят уроки русского языка у вас? Приходит Ну, я учительница читаю книги, или... Я читаю, типа, эти «Три богатыря» и все такое. Мгм. Не 3 их, а сколько? 3 богатыря было, 3, да. вот, да. А какие еще книги нравятся из русской литературы? Не, пока что я еще не могу русскую. Просто еще не дочитали «Три богатыря». Пока что сказки разные. «Финист», «Ясный сокол», Мгм. такие. Прекрасно. Я помню просто, я помню, что 3 года назад, когда я выиграл в Евровидении, нужно было песню Fairy Tail сделать сказку, так тогда нужно было, мы много-много там боролись, я разговаривал как 10-летний мальчик. Ну, сейчас все гораздо лучше. Сейчас уже как полноценный 18-летний спасибо, парень. вот именно, да. И Да. то же самое с моим голосом. Мой голос всегда на 5 лет опаздывает моему возрасту. Так что сейчас я уже, когда пою, сейчас я уже слышно, что у меня может быть 19-20, а когда у меня будет 40, тогда может быть... Вот она, вечная потому что молодость. 25. Да. Ну, можно сказать, да. Александр Рыбак сейчас в гостях. Заходите, друзья, на сайт Русрадио.com.ua. У нас работает веб-камера. Все можно рассмотреть и ближе познакомиться с любимым исполнителем. Александр, давайте раскроем вот несколько карт. Вот суть сегодняшней нашей встречи. Мы хотели поговорить о клипе новом, о песне. Что это за клип, который снимали в Киеве, оказывается, не в Норвегии, не в России? В Киеве. Да. Не, с удовольствием расскажу эту историю. Это песня про девушку, которая преследует меня. Ох, И ничего себе. я уверен, что я не единственный, что у меня не такая уникальная история, что у всех знаменитых людей что-то такое есть. в Есть жизни. личный маньяк. Да. И у меня есть несколько, но обычно я их обожаю. Мгм. Но вот как раз вот с ней, вот эта ситуация с ней, она очень меня... Она не только меня достает, она еще и моим друзьям звонит все время, их жизнь портит. Это история клипа, правильно? Это история из моей жизни. То есть это реальная история, которая была перенесена да. уже в клип. Я всегда пишу песни только о том, что... Что на самом деле происходило. Да, вот именно. Александр, и к чему же вот привела эта история? Девушка преследовала вас, и в конце концов... И в конце концов я подумал, что ладно, Саша, или ты звонишь в полицию, или ты клип делаешь про это. И сделай песню. Понятно, то есть девушка дальше тебя преследует, но Она зато есть клип. преследует, но сейчас и она, и я чувствую наверняка, что что-то позитивное из этой ситуации получилось. Мгм. Ну, все же свое негодование Александр Рыбак высказал в песне, и песня называется «Ты достала меня». Достала просто. Мгм. Да. Тяжело писалась эта песня или легко? Вот так вот ты убегал поздним вечером через кладбище, пробегая, когда она за тобой вот гналась, и писал эту песню? Или... Она была в Норвегии как раз, из Израиля прилетела, она в Израиле живет, прилетела в Норвегию, ходила возле моего апартамента, квартиры, и так я боялся вообще в квартиру ходить, так что я поехал в горы и написал песню. Ну, то есть, Сначала по-английски, а потом мне фан-клуб Я перевел. так понимаю, это была не милая хрупкая девушка, это была вот какая-то серьезная барышня сильная, если ты ее боялся. Ну да, ей 30 лет, она... Вообще-то она наверняка нормально выглядит, но просто... Может, это любовь? В моей голове... Нет, это совсем не любовь. Но зато в клипе я пригласил самую-самую красивую девушку из Украины. Вот и о ней. Играть ее роль. Мы должны быть вместе. Придумала, что будешь ты моей невестой. Тогда и началась безумная игра. Сказали мне глаза, твои глаза. Мне день и ночь звонишь и не даешь прохода. В тупик загнала нас без выхода и входа. Летишь через моря, чтобы достать меня. Я не могу понять, дай просто мне дышать. Поверь, когда кричу, что я не твой. Ты до смерти пугаешь, что с тобой. Ты так достала меня. Прошу, иди навсегда. Остановись, найди другую жертву, растворись. Ты так достала меня. Прошу, иди навсегда.
больше не со мною. Я так устал твердить, со мной тебе не быть. Ты отравляешь жизнь, ну почему, скажи? Поверь, когда кричу, что я не твой. Ты по смерти пугаешь, что с тобой. Ты так достала меня, прошу, иди навсегда. Который раз молю, остановись, найди другую жертву, растворись. Ты так достала меня, прошу, иди навсегда. Я не твой, ты до смерти пугаешь, что с тобой. Ты так достала меня, прошу, иди навсегда. Который раз молю, остановись, найди другую жертву, растворись. Ты так достала меня, прошу, иди навсегда. На Русском радио песня «Ты достала меня» от Александра Рыбака. И у нас сегодня в гостях именно Александр Рыбак. Саша, еще раз здравствуйте и спасибо. Большое спасибо за песню. Когда, наконец-то, вот клип будет уже на телеканалах, когда мы его сможем увидеть, а не рассказ? Ну, я думаю, что английская версия уже на YouTube сейчас, а русскую мы скоро сделаем. И 31 октября будет концерт в клубе «Толстой», и там тоже будет сначала презентация клипа и песни. И будет концерт. Так что если людям нравится моя музыка, или просто я нравлюсь. Да, поклонники, приходите 31 числа, правильно? Да. Клуб «Толстой». Вот меня вот просто тревожит, интересует история, Александр. Что вот будет с этой поклонницей навязчивой, о которой написана песня «Ты достала меня»? Сейчас она ночью уже перестала звонить моим друзьям. Это уже успех для меня. Скоро уже, может быть, мне больше не будет звонить. Ну, кто я не знаю. Пока что успокоилась она. Да. У нас сегодня в гостях был Александр Рыбак. Между прочим, мы и приветы ваши будем передавать уже через несколько минут. Пишите их на сайте rusradio.com.ua, и все